Сегодня я покажу, как сделать съедобное кружево для вот такого торта. Мне заказали его на крещение ребенка, и основной просьбой заказчицы было именно использование кружева в декоре. В интернете есть множество рецептов приготовления смеси для кондитерского кружева. Но так как времени было очень мало, то я взял вот такую готовую смесь. Открыв баночку, обнаружил два компонента – порошок и жидкость. Прочитав состав, стало понятно, что порошок – это смесь сахарной пудры, крахмала и добавок, а жидкость – кондитерский глицерин с глюкозой. Про сахарные сиропы мы уже говорили на этом канале. Про крахмал также есть отдельное видео. А те, кого пугают добавки и их Е-маркировка, то смотрите вот это видео с подробным разбором. Ссылки на все ролики по традиции в описании. Дальше все согласно инструкции на упаковке. Горячей водой залили порошок, все перемешали, добавили жидкость из тюбиков и получили вот такую густую текучую субстанцию. По консистенции она больше всего напоминает жевательную резинку или еще не застывший зефир. Теперь берем специальный силиконовый коврик, молд для кружева. В любом кондитерском магазине их много разных на выбор. И начинаем наносить. Маленьким шпателем накладываем смесь на коврик и размазываем, вдавливая его в рисунок. Смесь липкая и тягучая, поэтому тянется за шпателем и пытается отлипнуть от силиконового коврика. Наша задача заполнить все выемки как можно тщательней, без пробелов. Теперь снимаем излишки. Удобнее всего это делать самым обычным пластиковым шпателем. Соскабливаем смесь с поверхности коврика так, чтобы она осталась только в углублениях. А теперь отправляем сушиться при комнатной температуре. У меня на все ушло примерно 12 часов. Кружево высохло, и его можно снимать с коврика. Аккуратно вытаскиваем, помогая себе руками и изгибая коврик. С маленькими участками нет никаких проблем, а вот длинные участки требуют немного терпения и осторожности. Отделяем с одной стороны и далее сантиметр за сантиметром выгибаем коврик. Из-за слишком большой длины полосы мне стало неудобно, и я начал с другой стороны. Лента получилась достаточно длинной, но одной такой ленты все равно не хватит для того, чтобы обернуть торт диаметром даже 18 сантиметров. Про размеры тортов, расчеты, конечно же, есть отдельное видео. Угадайте, где найти ссылку. Кружево получается гибким и эластичным, легко гнется, принимает любую форму и не крошится. С ним очень легко и приятно работать. Можно обернуть весь торт, к примеру, как на нашем торте. Можно положить сверху или собрать в складки. А Google подсказал мне, что такое кружево сейчас модно класть в кофе. Получается вот такой дизайнерский напиток. На этом можно было бы и закончить наш рассказ, но нам пришло в голову провести еще один эксперимент и покрасить уже готовое кружево. Конечно, всегда можно окрасить смесь до того, как наносить на коврик. Но было интересно, как это работает с готовым кружевом. Берем кисточку и наносим пищевой краситель. Гелевая краска очень густая и плохо ложится. После того, как мы развели ее водой, дело пошло значительно быстрее. С сухим красителем тоже получается вполне сносно окрашивать, но краска продолжает немного осыпаться. Про различные пищевые красители и их отличия я уже рассказывал в отдельном ролике. Где найти ссылку, думаю, понимаете. А теперь мой любимый спрей Кондурин. Его можно купить готовый, но этот я собрал сам без особых хлопот. Как это сделать, показывал вот тут. У нас на канале есть целый плейлист, посвященный Кондурину. Там много теорий и несколько практических работ. Подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы в комментариях. Обещаю ответить всем. Заполняем пульверизатор спиртом и добавляем кондурин. Метод с трубочкой для коктейля сработал идеально. Встряхиваем и просто пшикаем на кружево. Кондурин прекрасно ложится, а спирт моментально испаряется. И вот уже через пару мгновений окрашенное кружево готово к использованию.